Всем привет! Вот вызвали, машина не заводится. Сейчас буду его держать. Почему не заводится? Ford Focus, да. Hello, it's Sabir. We came to repair your car. Открываем капотик. Да, немножко сделали, конечно, не в другую сторону. Да, а потом назад. Да, вот, да, все. Да, все. Снимаем. Смотрите, здесь оно в масле. Да. Давай. Видите, вся в масле она. Откуда масло взялся, хрен его. И она попадает ему в цилиндр, получается. Сейчас следующий открываем. Видите, весь в масле здесь. Где-то что-то есть, короче. Откуда-то масло берется. Сейчас мы посмотрим, откуда оно берется. А то долго, блядь, крутить его. Так быстро, блядь. Это чистое. Это, видите, масло. Масло попадает сверху, и она проходит в цилиндр. И он не может завестись. Будем снимать крышку и смотреть, откуда масло попадает. Voilà. Так, снимайте. Давай посмотрим, что там творится. Вот, пожалуйста. Причина какая, блядь, на сервисе сделали герметиком здесь. Хреново. Это герметик не пойдет сюда. И масло отсюда попадало в свечи. И полностью гнезда забито маслом. Что здесь, что здесь, что здесь. Будем устранять. Так. Вот так здесь ремонтируем. А потом вызывает меня. Видите, здесь резинки, они уже старые, блядь. Короче, сейчас я буду устранять все это. Тень сделай, с собой сделай тень, чтобы солнце не попадало. А то он лучи пускай. Смотрите.
Все руками надо. Ни железным предметом нельзя. Только если что, пластмасса или деревянный. Тут так их называют здесь бабаями. Те, что на сервисе работают. Эти индусы, арабы, бля. Они так только делают. Говорят, что там прокладку поменяли, то все, бля. Мне приходится выезжать. Я беру, если двигатель разбираю, в час 15 фунтов. Но я делаю на совесть. Вот смотрите. Они должны вообще эти резинки, прокладки поменять, вот эти дорожки. Они ни хрена не поменяли. А если бы у вас нет этих прокладок, то, конечно, герметик надо качественно делать. Я вам покажу, каким именно герметиком пользоваться надо. Сейчас почистим, покажу. Потом возьмите карбюраторный, чтобы обезжирить его, чтобы силикон на нем хорошо сидел. Так, и дать ему высохнуть. Вот я показываю, какой герметик нужен. Именно для прокладки, который связывается с этими, с маслами. Вот она какой. Она становится резиной настоящей. Настоящая резина вот здесь. Вот образец. Вот такой вам надо герметик. Пользовать там. Именно под прокладку. Крышку клапанов. Прокладки нету. Сегодня воскресенье. Человеку надо ехать. Но она тоже лучше прокладки. Так, и так вокруг здесь, везде. Всюду, везде вокруг задел. Так, потом крышку поставили. Все руками попробуйте наживить, чтобы все хорошо шло, чтобы резьбу не повредить. Так, полностью все обойдите. Затягивайте с серединки, но не сильно. Потом уже по краям. Все. И так все остальные. Так, потом все закручивается. Сразу нельзя заводить, пробовать, потому что пускай немножко герметик подсохнет, примет свое место. У него весь масло через свечу уходил и через глушитель вылетал. Вот на щитке сейчас масло, видите сколько. Ему надо где-то примерно 300 грамм, 400 грамм залить масла. Так, сейчас мы закрутим. Минут через 10. Вот этому человеку я сделал машину. Всем пока. У кого какие вопросы, пишите в комментариях. Бай-бай.